В течение почти десятилетия странный и таинственный бугор возле сарая был тихой загадкой для 73-летнего пенсионера-фермера Анатолия Журавлева. Когда он впервые переехал в свой дом на окраине города, это был всего лишь маленький, едва заметный холм земли. Но с годами, с медленной, почти неощутимой силой, он становился больше, проталкиваясь сквозь его ухоженный газон. Однажды Анатолий наконец устал от этого. Он схватил лопату, решив раз и навсегда разгадать странную тайну, разрастающуюся у него во дворе, совершенно не подозревая, что он вот-вот раскопает смертельную забытую тень из времен Второй мировой войны. Чтобы понять центральную загадку нашей истории, растущий бугор, мы должны сначала исследовать одно из самых мощных явлений природы, известное как морозное пучение. В регионах с холодными зимами Земля проходит через постоянный годовой цикл замерзания и оттаивания. Когда вода, присутствующая в почве, замерзает, она расширяется с невероятной силой примерно на 9%. Это расширение способно поднимать почву, тротуары и даже фундаменты. Но настоящая магия начинается, когда оно взаимодействует с зарытым предметом, например, камнем, или, как в нашей истории, чем-то неизвестным. Во время глубокого промерзания начинают формироваться кристаллы льда прямо под объектом. Эти кристаллы притягивают больше влаги из окружающей незамерзшей почвы. Это вызывает образование более крупных, концентрированных ледяных линз, которые растут прямо под предметом, медленно и мощно поднимая его на несколько миллиметров ближе к поверхности. Затем, когда наступает весенняя оттепель, Земля оттаивает, но предмет уже не возвращается в исходное положение. Пространство под ним быстро заполняется мелкими камешками и частицами почвы, которые оседают в пустоте. Объект теперь лежит на новом, чуть более высоком основании. Этот цикл повторяется год за годом, зима за зимой. Это словно замедленная съемка работы природного гидравлического подъемника. В течение десятилетий это беспощадное замерзание-оттаивание может вытолкнуть глубоко зарытый предмет на поверхность, заставив его создать таинственный, постоянно растущий холм на Земле. Именно эта тихая и мощная сила природы работала из года в год на заднем дворе Анатолия Журавлева, медленно выталкивая опасную тайну из прошлого в настоящее. Анатолий Журавлев, главный герой нашей истории, был человеком, хорошо знавшим землю. Будучи пенсионером и бывшим фермером, он был терпеливым и наблюдательным, настроенным на медленные и тонкие ритмы природы. Когда он и его жена переехали в их тихий дом, чтобы наслаждаться спокойной старостью, небольшой холмик земли рядом с сараем казался всего лишь любопытной деталью. Но с годами хозяева заметили, что этот бугор меняется. Каждую весну, после того, как таял последний снег, возвышение становилось чуть больше, чуть более выраженным. Жена Анатолия шутила, что он выращивает камень. Но Анатолий с его фермерской интуицией понимал, земля сама по себе не растет. Что-то толкало изнутри. После почти десятилетия наблюдений он решил разгадать загадку. Он взял крепкую лопату и начал копать таинственный холм. Первые сантиметры были лишь почвой и глиной, как и везде на его участке. Но затем лопата ударила во что-то твердое с громким металлическим звоном, который отозвался в деревянной рукояти. Это был не глухой удар, а камень. Это был безошибочный звук. Сталь ударилась о сталь. Взволнованный он стал копать с новым рвением. Постепенно в земле стали вырисовываться очертания темного прямоугольного объекта. Это оказался какой-то ржавый и тяжелый металлический ящик. С трудом Анатолий раскопал его со всех сторон и, приложив усилия, вытянул тяжелый контейнер из земли. Он отступил, переводя дыхание, и уставился на находку.
Перед ним оказался старый ящик, похожий на армейский шкафчик времен войны. Он подумал, что это пустой кусок железа, который прежний хозяин закопал, чтобы избавиться. Но внутри что-то было. Ящик был заперт 2 ржавыми защелками. Крышка открылась с долгим скрипом, и то, что он увидел, заставило кровь отхлынуть от его лица. Внутри были патроны, винтовочные боеприпасы и безошибочно узнаваемые очертания нескольких гранат времен Второй мировой. Анатолий в ужасе отшатнулся назад. Десятилетняя загадка его двора вдруг превратилась в вопрос жизни и смерти. Руки его дрожали, когда он вызвал спасателей. Диспетчер на линии замолчал на мгновение, а затем начал задавать срочные вопросы. Ответ был быстрым и серьезным. Спустя несколько минут тихая улица наполнилась мигающими огнями машин. Полиция оцепила участок, эвакуировала Анатолия и его жену и вызвала саперов с ближайшей военной базы. То, что начиналось как простой садовый проект, теперь превратилось в полноценную операцию по обезвреживанию взрывоопасных предметов. Саперы аккуратно удалили опасно испорченные боеприпасы из двора, а полиция сосредоточила расследование на вопросе, кто их закопал. Они узнали, что первый хозяин дома, построивший его в конце 40-х годов, был ветераном. Он служил на фронте, вернулся домой в 1945 году и начал новую жизнь. Он умер в 1980-х, а его семья продала дом позже. Полиция разыскала его теперь уже пожилых детей. Те рассказали, что их отец был добрым человеком, но очень замкнутым. У него была коробка с медалями и фотография взвода, но о войне он не говорил никогда. Они не имели представления, что он принес домой оружие и закопал его. Следователи сделали вывод. Ветеран, вернувшись с войны и начиная новую жизнь с семьей, принял глубокое решение. Ему нужно было буквально похоронить свое прошлое. Эти гранаты и патроны были не просто сувенирами. Это были опасные напоминания о насилии и травмах, которые он хотел оставить позади. Скорее всего, он закопал ящик, чтобы защитить семью и символически отрезать солдата, которым он был, от мужа и отца, которым он хотел стать. Эта история напоминает, что отголоски величайших конфликтов никогда не исчезают полностью. Они лежат прямо под поверхностью нашей мирной жизни. Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.